Ребята, всем привет! Давно мы не записывали видеоролик. На самом деле было несколько тому причин. Первая причина, наверняка вы ее знаете. У многих людей, в том числе и у меня, скажем, не было подходящего, наверное, скажем, настроения, и в то же время не было подходящего контента. В связи с чем это связано, вы, наверное, понимаете, в связи с обстановкой в нашей стране. У людей настроение заметно снизилось, я вам скажу так, заметно снизилось. И, наверное, не совсем, на мой взгляд, казалось актуальным снимать какие-то видеоролики. Серьезно, ты не верил? Не верил, нет. Но сейчас мы уже вернулись, скажем, на прежний режим, встали на наши старые рельсы и, в принципе, готовы двигаться вперед. Сегодня я хотел с вами поговорить, в принципе, за, скажем, события, которые произошли в моей жизни, в жизни сельского хозяйства. В общем, рассказать, какие свежие новости вышли. Поэтому приятного просмотра. Итак, первая новость, о чем хотелось бы поговорить, это о ценах на всю сельхозпродукцию. Сейчас мы говорим именно за товар, то есть за продукцию, которую мы, фермеры, выращиваем. То есть ситуация следующая. Вы позднее, может быть, ранее увидите ролик, мы приезжали, снимали у Саши кабачок. И вообще эта история на самом деле меня тронула. То есть, чтобы вы понимали, в сентябре месяце до объявления частичной мобилизации цена на кабачок достигала порядка 40 рублей. После, скажем, событий цена снизилась до 5 рублей. До 5 рублей. То есть вы представьте себе, как у людей, у конечного покупателя упало настроение к, скажем, к овощной корзине. Вообще, в принципе, да. То есть все просто рухнуло. Никто никогда не мог даже предположить, что такое вообще возможно. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Будущая ситуация на будущую весну, если говорить за, скажем, за наши пироги, то есть за землянику, неизвестно, чем вся эта история обернется. Но есть и хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что все мы помним с объявлением специальной военной операции, ее принято так назвать, заметно выросли цены на, скажем, все товары, которые нужны нам фермерам. В общем, ребята, подорожала пленка, капля, удобрения, средства защиты. Вообще реально подорожало все. Сейчас мы наблюдаем и видим ту тенденцию, когда цены реально идут на спад. То есть цены идут ниже. Очень много позиций подешевело. Наверняка вы заметили, что электроника сильно подешевела. То есть мотопомпы, косы и так далее. То есть в период пика их цены, то есть цена там доходила до X2. Сейчас заметно цены пошли на спад. Также подешевела и капельная лента, и пленки. С удобрениями немножко ситуация, скажем, похуже. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Посмотрим, что мы увидим весной. От себя хочу добавить, что я заметил огромный, ребят, спад вообще к интересу к сельскому хозяйству. То есть, если вы посмотрите на наш канал, мы выпускали ролики, но они не собирают абсолютно просмотров. То есть, людям даже тема с павловней, если вы посмотрите сейчас, какое количество набирало это сумасшедшее дерево, то сейчас заметно просмотры упали, просто вот в небытие. Исходя из этого, могу предположить, что сейчас был такой период, когда люди интересовались только вот политическими роликами, там смотрели, скажем, все смотрели, что связано со спецоперацией. Правда, такой тупняк. Вот искренне скажу, созваниваюсь с одним, со вторым, с третьим, и мои друзья там, они не понимают, что делать. То есть, вот реально, кто-то делает свою работу, не знаю, накрывает балаганы, наводит порядки и не знает, что будет весной. Все такие, а что будет? Мы уже столько видели, что что-то ожидать. Я думал, когда пришел коронавирус, что это вот все, это вот апокалипсис. Мы пережили все. Потом специальная военная операция, потом мобилизация. И сейчас реально, не понимаю, что ожидать. То есть, что делать, чем заниматься, чтобы как-то быть к чему-то подготовленным, как-то вот понимать ситуацию в целом. Но от себя я хочу сказать следующее. Вам порекомендовать, даже, наверное, не порекомендовать, а рассказать свое мнение, а вы уже выводы сделаете сами, и у каждого свой путь, своя дорога. Я считаю, что нужно заниматься тем, чем мы с вами здесь и занимались. То есть мы на нашем канале обсуждали какие-то технологии, показывали фермеров, показывали опыт других людей. И, в принципе, я считаю, что
Мы должны оставаться, и все должны работать и заниматься тем, чем занимались ранее. Но сейчас мы обращаем внимание, что вот такая вот идет, скажем, Инстаграм обрубили, запрещенная сеть в России. То есть в Инстаграме те люди, которые раньше работали с Инстаграмом, то есть его заряжали, продвигали. На самом деле очень много таких примеров. То есть есть куча различных садоводов-любителей, которые продвигали свой Инстаграм. У них было много подписчиков, они закупали оптом рекламу. И сейчас представьте себе, как у этих людей упали категорически, кардинально упали охваты. То есть реально эти люди страдают сейчас. То есть было условно там 40 тысяч зрителей, сейчас стало их, не знаю, если 10-15, то это в лучшем случае. Вспоминаем элементарную ситуацию, как ребята, садоводы, любители вели свой Инстаграм, у многих там, не знаю, за 100 тысяч просмотров, то есть люди продавали какие-то саженцы, рассказывали, как там на участке у себя вырастить там смородину, ежевику. То есть вели вот такие вот достаточно активные, интересные блоги. Сейчас охваты у этих людей полностью упали. То есть сейчас непонятно, да, в какой соцсети возможно продвигать какие-то свои товары. И вот, ребят, мое мнение, сейчас ездя по фермерам, я понимаю, что очень многие сейчас ищут какую-то свою соцсеть, с помощью которой они будут искать себе клиентов. Не знаю, там, на продукцию, на какие-то уроки по выращиванию, там, на саженцы, прочее. То есть реально за этот год, в принципе, вот этот рынок, он перевернулся. У нас, как бы, если говорить за наш Инстаграм, то есть мы, там, лично я его вел просто как хобби. Никогда не закупали там какую-то рекламу оптом. То есть, идет и идет. То есть больше как вот повседневная такая жизнь моя была, что я делаю, что я снимаю. То есть там, сегодня сельское хозяйство, завтра поеду на рыбалку, послезавтра поеду на охоту, и об этом, обо всем я рассказывал там. Собственно говоря, вот здесь вы сейчас увидите в углу запрещенные, как правильно сказать? Запрещенная соцсеть в России. Запрещенная соцсеть в России Инстаграм. Мой, можете также подписаться. Вот. Собственно говоря, идем дальше. И, ребят, на фоне всей этой ситуации, как бы, я знаю очень многих людей, которые сегодня лишились работы. Кого-то сократили, у кого-то просто упали продажи, он был вынужден закрыться. Прочее. Кто-то вот, не знаю, по примеру кабачка, например. Кто-то ставил на поздний кабачок, заработал, должен был заработать там 30-20 рублей за килограмм его продавать, а в итоге продал за 5, а то и вообще не продал. Какая идея мне пришла, и я прошу от вас обратной связи какой-то вот внизу в комментариях, чтобы я понял, действительно интересно это или нет. В один вечер сижу и думаю, а почему бы нам не снимать видеоролики именно сегодня тех бизнесов, наверное, тех культур, правильнее сказать, которые наиболее востребованы сейчас будут. То есть мы все сейчас понимаем, что, к примеру, зелень сегодня стоит космических денег. То есть на опте лук сегодня стоит 300 рублей. То есть и вот двигаться в таком ключе, то есть брать интервью фермеров, которые занимаются той культурой, которая сейчас востребована. Именно почему и для чего, чтобы для вас была какая-то альтернатива, то есть, занимались вы тем же самым кабачком у нас, например, там в Услабинском районе. И вот вы бьетесь, стучитесь, и не понимаете, да, что у вас нет такого ресурса, как у нас, например, да, там мы можем поехать туда снять, мы можем поехать сюда снять, у вас просто нет этой возможности. И вот если вы поддержите, реально у меня есть идея ездить по фермерам и снимать такой контент для вас. Внизу жду вашей обратной связи, а мы идем дальше. И, ребят, реально хочу для вас поделиться, какой-то такой наболевшей такой, новостью, что ли, или идеей. Наверное, ни для кого не секрет, что у нас, наверное, уже как год существует интернет-магазин. Делает и производит наш интернет-магазин. То есть это вы можете купить, в принципе, все, что касается нашей сельхозтематики. От удобрения до средств защиты, до пленкоукладчиков, не знаю, какого-то навесного оборудования. Прочее. То есть, в принципе, все мы можем вам поставить. Вы, наверное, сейчас удивитесь, Иван, откуда вы возьмете навесное? Да, я вам скажу, навесное оборудование мы не держим у нас на складе, потому что оно стоит больших денег, и на него такого конкретного спроса нет. Но у меня есть друзья, товарищи, партнеры, которые их производят, и мне они отдадут их
ну просто по наиболее выгодной цене. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Если не понимаете, напишите, позвоните, я вам более детально об этом расскажу. Ну, собственно говоря, не об этом. Уже, наверное, года 2-3 я вынашиваю вот эту вот, не идею, наверное, сказать, а мечту. Мечту о не интернет-магазине, а офлайн-магазине. Объясню просто вам по простой причине, почему действительно я им горю, а почему я о нем мечтаю. Большинство вас, дорогие зрители, когда звонит мне, там, консультируется в чем-то, заказывает удобрения, большинство, основная масса, хотят приехать именно ко мне, познакомиться, пообщаться, спросить там, Ивана, почему, например, вот эта фирма аминокислоты, почему там, например, Агритехно, а не там райкаты какие-нибудь, да? Почему именно то или иное? То есть приехать сюда, зачастую же люди там, с центральной полосы, с Придурали, Заурали, приезжают к нам за всем. То есть вот приехали там, на каком-то транспортере, бусе, там, минивэне условно, там, забрали посадочный материал, тут же купили удобрения, там, пленку, фитинги, капли. То есть все собирается здесь у нас. И зачастую эти люди хотят приехать, не заказать так на телефоне. Почему не заказать? Потому что они сами не понимают, сколько им нужно. Им нужно посчитать, сколько надо пленки, сколько нужно капельной ленты, сколько нужно там удобрения, там, средств защиты и так далее, и так далее. Они хотят приехать, посидеть, познакомиться, пообщаться, возможно, задать какие-то свои вопросы, которые там, поинтересоваться, Ивана, вот ты был там-то, там-то, у них сделано, например, там-то, то-то, 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 вот объясни, почему вот это и не вот это. То есть попросту познакомиться. И в связи с тем, что у нас интернет-магазин, у нас просто склад, ну не удается негде, скажем, нет того помещения, той площади, где мы можем вот так сесть за столом, грубо говоря, как здесь. Да, зачастую очень много людей приезжают ко мне домой, мы здесь садимся у меня на кухне, пьем чай, знакомимся, общаемся. В большинстве степени, наверное, еще и дружим. Ну и да ладно. То есть люди, приезжая, хотят именно посмотреть, пощупать, сравнить, возможно, где-то. У меня нет такой возможности. Собственно говоря, в чем у меня вопрос к вам и, возможно, даже кому-то предложение. Возможно, кто-то из зрителей хочет стать, не знаю, моим партнером, поучаствовать как-то в моей идее. Поэтому внизу я оставлю свои контакты, кого действительно заинтересовала эта идея по, скажем, офлайн-магазину. Вы можете мне позвонить, написать, и я уже вам, скажем, более подробно, детально расскажу, ну, свои, наверное, пожелания, планы и видения по этому поводу. Поэтому милости просим, а мы идем дальше. Ну вот, ребят, например, прослушал голосовой, человек только что мне звонил по саженцам Павловни. Недавно мы были у дяди Жени. Вот, пожалуйста, парень из Дагестана звонил, просил контакт, хочет в Дагестане посадить Павловню. Ну, это такая небольшая история. Также, ребят, хочу обратить ваше внимание. Ранее я об этом говорил, сейчас вам еще раз напомню. Для того, чтобы, может быть, как-то поддержать нашу работу или даже не просто поддержать, а вам нужен более профильный какой-то контент. Как устроена система оплаты труда, а как защищать участок, как кормит Мария свою клубнику. Все вот эти вот такие вот, скажем, узкие именно вопросы вы можете найти у нас на нашей страничке на сервисе Boosty. Boosty это тот, скажем, ну, назовем его мини-YouTube, именно по профильной тематике, где вы можете подписаться на нас и смотреть именно ролики профильные. То есть вы там не увидите какого-то вау, шок, стресс контента, там именно полезная информация, максимально узкая и полезная информация. То есть для людей, кому действительно нужна вот именно вот та тема. Также оставим ссылку внизу в описании, можете перейти и посмотреть, какие темы мы там, скажем, обсуждаем и проговариваем. А мы идем дальше. И, ребята, следующая новость. Наконец-таки в этом году у нас будет выставка Югагра. 3 дня выставки. Честно, искренне, всем рекомендую ее посетить. Почему? Раньше это просто был, как вот это вот, B2B встреча. Ты можешь пообщаться со всеми абсолютно производителями, встретить абсолютно всех фермеров с разных уголков нашей необъятной страны, даже СНГ. То есть там реально будут, ну не знаю, как в этом году, много ли будет иностранных, скажем, партнеров, ну я думаю, все-таки кто-то да будет. Ну во всяком случае вы увидите наших российских производителей и как раз мы посмотрим то, что нам вообще приготовили наши российские производители. На самом деле выставка Югагра проходит в Краснодаре, это международная выставка, она просто необычайно, ну не знаю, волшебная. Это ни капли не реклама, то есть
мы не рекламируем их. Они, в принципе, в рекламе не нуждаются. Это то место, куда вы можете приехать, найти какую-то новую. Вот, например, если вы вспомните, раньше был в тренде, ну и сейчас, такой мини-гербицидный опрыскиватель, междурядный. Берете, да, сейчас вот тут вставка у вас выйдет, вы посмотрите, как он выглядит. Эту необычайно крутую штуку мы увидели на Югагро. Это итальянский гербицидный опрыскиватель Volpi, также у нас на сайте есть. Вы можете посмотреть и увидеть. И, в принципе, каждый год там появляются какие-то новые технологии, какие-то маленькие прикольные такие вот фишечки. Тут же вы можете пообщаться, там, не знаю, с производителями удобрений, там, подойти к Еврохиму, подойти к Буйским. В общем, со всеми производителями напрямую пообщаться, вам покажут на листовках, вас проконсультируют. Еще и нальют стопашечку, ну, если договоритесь, там, 50 граммулек вам наберут, ну, чтобы настроение такое было в тонусе. В общем, честно, выставка очень крутая. В прошлом году, ну, у меня не получилось поехать, вот, а так вообще я на этот год планирую, вещь действительно крутая. Так что, если собираетесь, я обязательно там буду, всех приглашаю, обязательно хотел бы тоже с вами познакомиться. Приезжайте, неважно, где вы находитесь. С любого уголка нашей необъятной страны приезжайте. Но, ребят, сразу вам скажу, бронируйте гостиницы в городе заранее. Потому что, как правило, когда приезжают люди, вернее, выставка Югагро, все гостиницы в Краснодаре просто забиты. Особенно те, которые рядышком находятся, как с Пограду, то есть там просто не найти свободного жилья. Все, вот представьте себе, в эти дни все рестораны, все кафешки, все кабаки в Краснодаре просто заняты людьми с выставки. Вот действительно помню, 3 или 2 года назад мы ходили на эту выставку, и в какое-то там кафе мы не приходим, мы везде видим одни и те же лица, одни и те же. Любые клубы, в общем, вся ночь, вот эти 3 дня, весь Краснодар гудит только скажем, сельхозпроизводителями. Это реально дни сельхозпроизводителей. Вещь очень крутая, и я рад, что она проходит в Краснодаре. Но мы идем к следующей новости. Так, ребята, а что у нас по погоде? А по погоде у нас не все так хорошо и гладко. Вот сейчас, сегодня, у нас на дату съемки четверг, 17 ноября. Ноябрь месяц, даже не декабрь, и я вам скажу, мы уже встречали первые морозы. На улице погода мерзкая, как видите, снимаем даже в доме, потому что на улице картинка мерзкая, серая картинка, идет дождь, холодно. И я вам скажу, в этом году, я думаю, у нас будет повторение Матичиня, то есть опять долбанут обязательно конкретные снега, надо закупать заранее лопаты, готовить технику, усиливать парники, то есть все это нужно нам заранее предусмотреть и знать, потому что уже 3 года подряд, но это уже не случайность, это уже система. То есть реально могу сказать, что на юге меняется погода просто капитально. У нас никогда не было в этом, ну, чтобы вы понимали, в декабре месяце бывали температуры там 22-25, то есть теплый ветер, теплая погода, солнечно, сухо. Сейчас, последние года, погода просто отвратительна, ужасно меняется, просто ужасно. Поэтому я вам хочу сказать, что, товарищи южане, готовьте сани, как там говорят, с лета, то есть подготавливайтесь. Не думайте, что авось пронесет, хорошо, если пронесет, но имейте в виду, если не пронесет. Ну и вообще, в принципе, честно вам скажу, как-то вот этот год, он реально такой, ну, достаточно печальный. Но, ребята, ну не надо расстраиваться. Печали абсолютно нет. Надо работать. У всех у нас есть семьи, у всех есть какие-то обязательства. Надо нам работать. Трудно, да, ну понятно, но что делать? Кто-то подорожало, искать какие-то... Опять же, вот если вам нужны какие-то материалы, не ленитесь, не закупайте все всегда в одном месте. Вы привыкли там покупать в том магазине. Не ленитесь, сейчас это так не работает. Если раньше, да, я сам покупал там на одной базе, скажем, то есть, ну, не менял этой базы, постоянно работал на одной и той же базе с одним и тем же поставщиком, то сейчас я перед тем, как что-то купить, не знаю, каплю, пленку, удобрение, я вас запрошу 53, не знаю, разных контрагентов. То же самое и вы. Не ленитесь, позвоните мне, напишите, скажи, Иван, а почем, в какую цену у тебя вот этот, там, не знаю, там, свич почем продаешь? Ага, а привикой почем? Все, я понял, хорошо, спасибо. Позвоните тому, ага, ты почем продаешь? Позвоните в своем регионе, вы почем продаете? Ага. Сравните цену, считайте, ребята, все считайте. Сейчас цены вот так вот скачут. Почему? Потому что кто-то купил по старой цене, кто-то купил левую продукцию, кто-то купил, кстати, за левую продукцию будет отдельная история. Вот, то есть сравнивайте везде цены, думайте перед тем, как вот сделать закуп. Тем более, если вы закупаетесь, скажем, себе на весь сезон,
Тут где-то можно выключить какое-то спецпредложение. Вот мне сейчас недавно люди закупили, буквально 2 дня назад, закупили люди из Донецка на магазин средства защиты. Вот. То есть мне сразу сказали, вы делаете скидки? Я говорю, ну покажите мне свой заказ. Человек мне дал заказ, я дал ему максимально дешевые цены. Человек это устроил. Поэтому и вы точно так же делаете. Сравните здесь, 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 и уже после этого совершайте какие-то покупки. Но мы идем к следующей новости. Так, ну, ребята, а сейчас у меня для вас сюрприз. У меня появился соведущий, но это будет соведущая. Сейчас я уступаю ей место, и она вам расскажет, в принципе, новости сельского хозяйства. Сделала такую выжимку. Приятного просмотра. Мой муж меня кинул. Всем привет, меня зовут Кристина. Будем знакомы, кто меня не знает, а меня не знает никто. Вот, поэтому всем привет. И мы начинаем с вами рубрику «Агроновости». Начнем мы не с очень хорошей новости, так как большинство аграриев могут не получить субсидий на зерновые. А все почему? Потому что выделено всего 10 миллиардов рублей, что составляет всего 2000 рублей на 1 тонну зерна. Однако этой суммы хватит только на 5 миллионов тонн зерна. Однако уже урожай превысил 152 миллиона тонн зерна. Так, представитель Чувашии уже объявил о том, что предоставленных средств хватит только на 19% всех поданных заявок. Компенсация части затрат на самом деле очень важная поддержка аграриев, потому что ранее выделялось всего 250-350 рублей на тонну продукции. Но на самом деле предоставление хоть какой-то субсидии, хотя бы минимальной, оказывает очень хорошее положительное влияние, потому что так хотя бы на что-то есть надежда, на какую-то компенсацию ваших затрат, чего в принципе ранее не было. Либо было, но в очень-очень маленьком таком количестве. Однако Минсельхоз задумался о лишении аграриев этой субсидии, которая и так, в принципе, не особо-то и большая, именно тех людей, кто не предоставляет отчеты, да, и данные в систему прослеживания зерна в ГИС «Зерно». Кто не знал, есть такая система прослеживания, кто не знал, например, я не знала буквально еще 2 минуты назад об этом, ну вот, говорю. Вот. Причиной стало то, что в этой системе, которая создана, в принципе, для контроля движения зерна в нашей стране, просто перестала быть актуальной, перестанет просто быть актуальной, потому что в ней фиксируется гораздо меньше зерна, чем есть на самом деле. Такой, полутеневой какой-то зерновой рынок получается. В общем, кто там в ВГИСе ничего не пишет, то вообще можно губу так закатать и все. В общем, кто не отображает свои данные в этой системе в ГИС, то можете, в принципе, на эту субсидию не рассчитывать. Ну, в общем, ребята, что хочется еще сказать, что хочется отметить, спасибо, как говорится, не было и не надо. Вот, чуть-чуточку кому-то дали, за них порадуемся, но не от всего сердца, как говорится. Вот, но радости в душе немножко есть. Все, чик. Новость номер 2. Великобритания, США и ЕС объявили, что российское продовольствие не является целью для санкций. Страны призывают продлить зерновую сделку и даже обещают содействовать ее выполнению. Очень, конечно, хочется сказать им большое спасибо, что сначала вы поспособствовали всему, а теперь хотите нам помочь. Это очень прекрасно и очень радостно. Радостно в душе. Ты моя кошечка, ты моя сладкая. Так радостно в душе. Данные 3 страны, наши дорогие и уважаемые, решили ослабить санкционное давление именно в направлении сельского хозяйства, чтобы развивающиеся страны могли пользоваться российской промышленностью зерновой. Хотят облегчить доступ российской продукции, как сельскохозяйственной, так и удобрений, в развивающиеся страны. Вот очень хорошо, я считаю это, потому что сначала мы санкции накладываем, а потом, например, нефть без флагов идет в развивающиеся страны Евросоюза. Вот, очень хорошо. Вообще, на самом деле, очень интересная ситуация, когда кто-то сначала запрещает вроде бы, потом вроде бы разрешает, и вроде бы да мы вообще не против, да пожалуйста, продавайте что хотите. Но по факту потом вставляются какие-то палки в колеса, какие-то случаются ситуативные ситуации. И, в общем, в целом
типа, ну мы не против, что вы там что-то продаете, но вот будьте осторожнее. Видимо, скоро зима, кушать хочется всем, не только странам третьего мира и там каким-то другим развивающимся странам, но и нашим партнерам с Евросоюза и не только. Поэтому мы делаем послабление, послабляем, все, санкции абсолютно не распространяются, это все была шутка. Это был пранк. Вообще, на самом деле, очень интересно, почему диктуют страны, которые к нам вообще никак не относятся, почему они диктуют, что мы можем продавать, а что мы не можем продавать. Ну, по сути, если я хочу продать свою корову, почему мне надо спрашивать у соседа дяди Пети, могу ли я продать свою корову? Это же моя корова. Хотя уже многие на самом деле заметили, что вот эти скрытые какие-то санкции, вот такие подводные камни, все-таки оказывают влияние на рынок продовольствия. И цены-то растут, Но на самом деле, ребята, я рекомендую никому не расстраиваться, потому что Россия большая, кушаем мы много, кушать мы все любим, и мы все скушаем сами, если что, если вдруг не получится кому-то что-то продать. Так что не расстраиваемся, просто запасаем жирок на зиму. Да? Да. И закончим все-таки с позитивной новости о том, что Россия в 2022 году все-таки достигнет, скорее всего, продбезопасности по картофелю. В этом году сбор картофеля превысил прошлогодний на 440 тысяч тонн. Это на самом деле вау, друзья. Это очень хорошо. На крайняк с картошкой мы будем все. Как говорится, отварила картошечку в мундирах, селедочки почистила и скушала это прекрасненько вместо ваших морей заграничных. Ну вот, например, чтобы к нашей селедочке, которую мы будем кушать с отварной картошечкой, купить зеленый лучок, который стоит уже 300 рублей на оптовке и 500 рублей в рознице, уже надо будет поднапрячься. Взять еще пару смен дополнительных, поработать, там цементный завод, вот. И тогда уже, конечно, селедка у вас получится великолепная, замечательная, даже с луком, с дорогущим зеленым, золотым. Ну и, ребята, в заключение хочу вам порекомендовать великолепный сериал. Все-таки я девочка, сериалы — это моя страсть. И сегодня мы с вами разберем «Великолепный Вейк». Это прекрасный сериал, я вам всем рекомендую. Девушкам, мальчики, не смотрите, не надо, не расстраивайтесь. Это какие-то абьюзивные отношения там, но очень интересно, любовь, всплакнете, вообще классно. Убийство, кровь, смерть, любовь, все есть. И Султан Сулейман хан Хазрет Лири. Смотрю 5-й раз, рекомендую. Ну и, ребята, не забывайте подписываться на наш канал, у вас внизу есть кнопочка, она должна стать вместо красно-серой, правильно? Серой, да, серой, вот. Наши рубрики, я надеюсь, будут более частыми, чем с Иваном Маличем, выжмем его из этого канала. Ну и, ребята, не судите, пожалуйста, строго, это все-таки мой дебют, мой первый раз. Немножечко полояльнее, пишите свои комментарии, буду очень рада услышать от вас обратную связь, надеюсь, неплохую. Ну и всем пока-пока, я буду ждать вас на этом канале. Надеюсь, вам понравится и рубрика станет постоянной.